Дорогие друзья, хочу показать, как пришивать клапан. Обманчик такой на жакет вручную. Вот здесь вот он у меня пришит. Связан из 40 петель эластичного ряда. И узор тот же повторяет, что и полотно. На обратной стороне мы можем наблюдать шов, но он незаметен. Вот, практически незаметен. Шов выполняется вручную. Полностью весь шов выполняется вручную. Поэтому сейчас покажу способ, как я это делаю. Для удобства, чтобы у меня под швом иголка хорошо формировала его, я подложила такую крышечку картонную. Итак, я уже начала шить, я уже приступила. Некоторую часть я прошила стежком назад, вот до этой части. Вот я вот прошила, даже видно, где шов проходит. Вот. И сейчас продолжу, чтобы было наглядно видно, как это проходит, как это выполняется. За стежок беру ширину одного столбика с накидом. Снизу картонная крышечка помогает мне, чтобы не соединялась, не сшивалась нижняя деталь. И вот так постепенно, шаг за шагом формируем шов. Смотрим с изнанки. Я его даже здесь прямо не увижу, где он у меня. Так, вот здесь на ощупь. Вот он. Самое главное следить ровность направления клапана обманщика. Это самое главное. Так как ручная работа, ручной шов, это практически лицевая сторона вашей работы. Которая будет видна, и по этим мелким деталям будет оцениваться ваш труд.
Смещаю в центр. Один из важных моментов – это завершение шва. Шов не должен быть корявым, кривым. И вот здесь у нас в вязании идет небольшое закругление. Шов должен выравнивать нашу полочку. Вот такое вот идеальное состояние угла 90 градусов. Вот угла 90 градусов. Потому что есть такой момент, что мы можем оставить это закругленным, эту часть, но иголкой и ниткой мы эту часть формируем ровно 90 градусов. Вот. Все, пришили. Так, эту нитку я буду прятать тоже иголкой. Как мы прячем нитку? Переворачиваю. Это уже нам не нужна крышечка. Делаем обычную закрепку. Обычную закрепку. Толщина нашего узора позволяет нам спрятать ниточку незаметно. И в натяг обрезаем. То же самое делаем и с вот этой ниткой. Иголка только вот такая вот, только толстая, только большая. Только получилось, когда сложила ее пополам, тогда она у меня проделась, потому что пушится. Так, сейчас опять мне понадобилась вот такая крышечка. Ее подкладываю снизу, потому что мне нужно сделать закрепку. Очень аккуратно, не спеша. Закрепка делается влево, вправо. И уводим ее практически в шов. Все, клапан пришит. Клапан-обманчик у нас пришит. Сейчас мы его будем оформлять ирландским кружевом. Это следующий этап нашей работы. Оформляем его ирландским кружевом.
заворачивается, потому что полотно здесь получается такое легкое, тонкое. И из-за того, что он у нас мягкий, тонкий, трикотажный, он заворачивается. Поэтому мы его будем фиксировать ирландским кружевом. Вот так 2 клапана.